Это китоглав, величественная птица с древними корнями. Есть версии, что некоторые динозавры были похожи на птиц. Китоглав это подтверждает. Клюв китоглава, его мощные лапы и внушительные размеры можно рассматривать как отголоски древних времен, когда крупные рептилии доминировали на Земле. Китоглав обитает в тропических болотах Центральной и Южной Африки. Этот пернатый гигант покоряет своим величественным внешним видом, впечатляющим клювом и повадками, напоминающими доисторические времена. Китоглав – это большая птица с уникальным внешним обликом. Его рост достигает 150 сантиметров, а размах крыльев – до 2,5 метров. Наиболее выдающаяся черта – массивный клюв длиной до 25 сантиметров, напоминающий по форме сапог. Этот инструмент не только впечатляет своими размерами, но и идеально подходит для ловли крупной добычи. Рождаясь, птенцы китоглава не могут не то что летать, они ходят с трудом. Их клюв слишком тяжелый, из-за этого птенец теряет равновесие. Китоглав – эффективный хищник, питающийся рыбой, лягушками, змеями, мелкими млекопитающими и даже молодыми крокодилами. Метод охоты этой птицы отличается терпением и точностью. Китоглав подолгу стоит неподвижно в воде, ожидая добычу. Затем он молниеносно атакует, захватывая жертву своим мощным клювом, который позволяет обездвиживать даже крупную добычу. Несмотря на свой устрашающий вид, китоглав редко представляет угрозу для человека. Однако его сильный клюв может быть опасен при близком контакте. Птица отличается территориальным характером и может проявлять агрессию, если почувствует угрозу. Особенно осторожно нужно подходить к нему в дикой природе, чтобы не потревожить птицу и не вызвать ее защитную реакцию. Китоглав является редким и уязвимым видом, находящимся под угрозой исчезновения из-за разрушения его природных мест обитания. Всего насчитывается менее 10 тысяч особей. Осушение болот, вырубка лесов и загрязнение водоемов представляют серьезную угрозу для популяции этой птицы. Сегодня китоглав охраняется в ряде природных заповедников, где предпринимаются меры по сохранению его среды обитания. Китоглав – символ древности и эволюционного совершенства. Его уникальная внешность, охотничьи навыки и связь с доисторическими временами делают его одной из самых примечательных птиц мира. Это казуар, крайне агрессивная птица. И обитает она, пожалуй, на самом опасном материке планеты. Здесь полно ядовитых змей, пауков, в реках живут опасные крокодилы, а в океане акулы, ядовитые медузы и конусы. Правильно, я говорю об Австралии. Именно здесь царство нашего героя. Казуар настолько опасен, что в 2004 году был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая опасная пернатая на планете. К тому же эта птица огромная. Больше нее только страус. Вес казуара может достигать 70 кг, а рост до 180 см. Это размеры взрослого мужчины. К тому же они очень быстро бегают. Скорость в 50 км в час для них норма. Убежать не получится. Главную опасность представляет не ее мощный клюв, а ноги. Казуар бьет ногами с огромной силой. А 12-сантиметровые когти могут нанести серьезные раны. Казуары агрессивны не только по отношению к людям, но и друг к другу. Стычки между собой у них бывают часто.
Питается эта птичка фруктами, грибами, улитками, насекомыми, лягушками, змеями и другими мелкими животными. Птицу называют динозавром современного мира. И у нее даже хохолок на голове специально имеется. Это птица-секретарь, и она довольно странная. В отличие от других хищных птиц, которые атакуют жертв с воздуха, птица-секретарь охотится на земле. Она умеет летать, но предпочитает пешие прогулки. В день птица может пройти до 30 километров по саваннам Африки. Это довольно крупная птица. Вырастает она до 155 сантиметров в длину и массой в 4 килограмма. Размах крыльев у нее более 2 метров. Птица-секретарь часами может бродить по саванне, высматривая добычу. У нее отличное зрение и довольно странное кулинарное пристрастие. Любимой пищей птицы-секретаря являются змеи. Заметив жертву, птица начинает мощно наносить удары ногами. Ее атака превращается в своеобразный танец. Удары эти очень сильные, потому что на ногах у секретаря имеются мощные когти. Грызунам тоже достается от этой птицы. Одним мощным ударом она может сломать позвоночник жертве. Никто из птиц не охотится подобным образом. Птица-секретарь – семейная птица. Найдя себе пару, они уже не расстаются и путешествуют вместе, лишь иногда отдаляясь друг от друга. Вместе и охотиться проще. Как бы они еще поймали ловкого зайца, не будь они в паре. Птицы-секретари строят свои гнезда на вершине небольших деревьев с плоской короной. Они собирают ветки и траву и относят их на дерево. Самка откладывает не более 3 яиц. Вы, скорее всего, никогда не слышали о кагу. Но поверьте, эта птица уникальна во всем. Загадочная, не умеет летать и обитает только в одном месте на планете. Знакомьтесь, кагу. Призрак лесов Новой Каледонии. Кагу – это хищная птица, обитающая исключительно в лесах острова Новой Каледония в Тихом океане. Она относится к семейству ринохетиды, и это единственный вид в этом семействе. То есть у нее нет ни близких родственников, ни аналогов в мире. Ее перья серо-белые, а в солнечном свете кажутся почти светящимися. Размах крыльев до 80 сантиметров, но летать она не умеет. Крылья нужны в основном для театральных демонстраций, когда кагу раскрывает их веером, чтобы напугать врага или привлечь внимание. Одно из самых поразительных качеств кагу – это ее собачий голос.
У нее голос, напоминающий лай, которым она общается с сородичами и защищает территорию. Представьте, идешь по джунглям и слышишь лай. А это не собака, а птица. Кагу ведет дневной образ жизни. Охотится на насекомых, червей и улиток. А делает это с помощью острого, чуть загнутого клюва. Передвигается по земле быстро, ловко и почти бесшумно. Кагу – символ Новой Каледонии. Ее изображение есть на гербе, монетах и официальных документах страны. Местные жители считают ее духовным существом. У Кагу есть кожистые клапаны, которые закрывают ноздри и защищают от пыли и грязи при поиске добычи в земле. Такого больше нет ни у одной птицы в мире. Кагу образуют пары на всю жизнь, вместе высиживают яйцо и заботятся о птенце. Причем именно одно яйцо в год. Очень редкая стратегия, которая делает вид уязвимым. Несмотря на то, что Кагу не умеет летать, у нее есть хорошо развитые крылья, и она умеет делать прыжки и даже планировать с уклона. Кагу — это птица-загадка, реликт, сохранившийся с древних времен. Но, к сожалению, она находится под угрозой исчезновения. Виной тому завезенные хищники, кошки, крысы и собаки, а также вырубка лесов. Сейчас Кагу охраняют, разводят в заповедниках и внимательно следят за популяцией. И все же каждый такой вид — напоминание. Природа хрупка, и ее чудеса можно легко потерять. На первый взгляд лирохвост – просто красивая птица с роскошным хвостом, похожим на изогнутую лиру. Но стоит послушать ее пение, и ты уже не веришь ушам. Эта австралийская птица обладает невероятной способностью точно копировать любые звуки, которые слышит в своей среде. Другие птицы – легко. Звуки обезьяны без проблем. Фотоаппарат, звон будильника, сигнализация машины, звук бензопилы или даже человеческий голос – все это лирохвост воспроизводит с поразительной точностью. Причины такой одаренности – развитая слуховая память и стремление привлечь внимание. Самцы используют звуки не только для общения, но и чтобы показать свое превосходство перед другими. Это одна из самых сложных звуковых систем в мире животных. В дикой природе услышать лирохвоста все равно, что оказаться в центре шумного города, полного разных звуков. Только все они из одного клюва. Лирохвосты встречаются исключительно в восточной части Австралии, включая штаты Новый Южный Уэльс, Виктория и Квинсленд. Они предпочитают влажные тропические и эвкалиптовые леса, поросшие густой растительностью и подлеском. Часто их можно увидеть копающими землю в поисках пищи под густыми кронами деревьев. Длина тела до 1 метра у самцов, вес около 1 килограмма. Хвост – главный элемент красоты. У самцов он состоит из 16 перьев, включая 2 лировидные изогнутые струны, дающие имя птицы. Самки значительно скромнее по окраске и размеру хвоста, но тоже обладают способностью к подражанию, хотя и менее выразительной. Лирохвост всеяден, но основу рациона составляют насекомые и их личинки, черви, мелкие беспозвоночные, иногда семена и ягоды. Птица часто разгребает лапами опавшие листья, выискивая добычу в подстилке, словно курица. Главная суперспособность лирохвоста, конечно же, подражание любым звукам. Он способен подражать пением десятков других птиц, имитировать звуки человека, копировать механические звуки. Лирохвост использует эти звуки в брачный период, чтобы впечатлить самку. Чем больше арсенал звуков, тем выше шансы привлечь партнершу.
интересен брачный ритуал лерохвоста. Самец очищает участок земли и исполняет сложный танец, распустив хвост веером и демонстрируя вокальные номера. Гнездо строит только самка, она же высиживает яйцо и заботится о птенце. В кладке, как правило, одно яйцо, которое высиживается около 6 недель. В неволе лерохвосты плохо приживаются, поэтому его изучают преимущественно в дикой природе. Лерохвост – удивительное создание, которое сочетает в себе природную красоту, интеллект и артистизм. Это настоящий певец среди птиц, способный не только покорить джунгли своими трелями, но и ввести в заблуждение любого слушателя. Его пение – это не просто звук, а настоящий аудиоспектакль дикой природы. Красивая птичка, не правда ли? Но то, что она делает, повергнет вас в шок. Эта птичка размером с воробья – настоящий мясник. Ее место обитания усеяно острыми колючками и шипами. Эта птица-хищник, и поймав жертву, она насаживает тело на острые шипы и поедает. Если охота прошла успешно, то ее жилище буквально завалено телами, нанизанными на колья. Их она оставляет на запас. Зрелище пугающее. Хорошо, что природа сделала эту птичку маленькой. Не стоит сорокопута помещать в клетку к другим птицам. Через пару минут мясник уничтожит соперника. Ребят, я создал телеграм-канал, в котором показываю природные катаклизмы, происходящие в последнее время, о загадочных явлениях, таких как, например, кроваво-красное небо в Китае. Рассказываю об интересных животных. Это огромная кожистая черепаха. А это существо называют немертины, и оно извергает наружу свою внутренность, что выглядит довольно мерзко. Так что подписывайтесь, думаю, не пожалеете, а отписаться всегда успеете. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии.